История спецпереселенчества в СССР берет свое начало с 1929 года, когда ширилась коллективизация в деревне. Дабы кулаки и подкулачники не мешали рождению колхозов, их отправляли в специально отведенные районы в местах не столь отдаленных. Поток раскулаченных из европейской части страны пошел и на Урал. На протяжении только 1930-31 годов туда поступило 32 тысячи семей с Украины, 26 тысяч с Северного Кавказа, 9 тысяч из Беларуси, почти 3 тысячи из Крыма. А всего в Уральском регионе оказалось почти 100 тысяч ссыльных семей. Это примерно 500 000 раскулаченных. На конец 1938 года в стране насчитывалось 1798 поселков, где проживало около 1 миллиона трудпоселенцев. 146 таких поселков с населением 170 тысяч человек было в одной только Свердловской области. Среди крестьян, которых из Беларуси пригнали в северные края, оказалась и семья Адольфа Шатила из-под Узды. Сначала ехали в холодных вагонах, а когда заканчивались рельсы, шли пешком, по морозу, с детьми. И так недели, месяцы. 2 детей по дороге умерли от голода и болезней. До пункта назначения добрались лишь 8-летний Альгерт да 6-летняя Мария. Все, что происходило во время этого сурового странствия, она запомнила на всю жизнь. А тут, як людей прыганялі, то ні дамоў, нічога не было. Загналі іх у лес, кінулі ім тапары, пілы. Так яны ямы повыкопывали и там грэліся. С началом Второй мировой войны число спецпереселенцев резко увеличилось. С ноября 1939-го на Урал потянулись эшелоны с депортированными жителями западных областей Украины и Беларуси. В этом потоке оказалось более 400 тысяч украинцев, поляков, белорусов, евреев, представителей других национальностей. В декабре 1939-го НКВД СССР утвердил инструкцию о порядке расселения польских осадников, польских военно-поселенцев, получивших земельные наделы после польско-советской войны 1920 года в районах, населенных белорусами и украинцами. Инструкция содержала жесткие требования. Например, на сборы депортируемым отпускалось от 30 минут до 2 часов. Польских осадников и беженцев разместили в 20 районах Свердловской области. В них же размещали основной контингент репрессированных на территории Украины и Беларуси в 30-е годы. Особенно много их доставили в Азбестовский, Березовский, Верхнетавдинский, Ирбитский, Красноуральский, Кувшинский, Серовский, Тугулымский районы. Среди прибывших оказалось немало представителей украинской, белорусской и польской интеллигенции. Пни толстые были, так их корчевали вручную. Ямы делали, обрубывали, корни толстые, и потом в огонь выкарчивали эти пни. За каждый пень 0,10 трудодня. Вот 10 пней выкорчуешь, трудодень. И когда ты выконаешь норму, то ты отрымаешь только 400 грамм хлеба. Все, больше ничего. А норму не выконаешь, и этого не отрымаешь. Массовая депортация населения продолжалась на заключительном этапе войны и в первые послевоенные годы из стран Балтии, Западной Украины и Беларуси, наряду с власовцами и лицами, которые сотрудничали с немецкими оккупантами. До 1950 года в восточные районы СССР было выслано 175 тысяч членов семей украинских националистов. Из западных областей Беларуси в послевоенные годы было выслано около 34 тысяч человек. Я запомнил только одно, что вот отец с матерью говорили, что значит, шалаши сразу построили, ночуем, утром человек 10-12 покойников выносим, 10 выносим.
Что люди ослаблены были? Что там, не кормили ничего, а где жить-то негде. А приехали осенью. До 1934 года всех отправленных в кулацкую ссылку официально именовали спецпереселенцами. В 1934-44 годах – трудпоселенцами и после – спецпереселенцами. В положении о ссыльных и высланных, утвержденном НКВД СССР, указывалось, что ссылка состоит в отдаленности от постоянного места жительства с обязательным проживанием в определенной местности под надзором компетентных органов. Она применялась на срок от 3 до 10 лет. Более легкой мерой наказания считалась высылка, означающая поселение по выбору в определенных местах на срок от 1 до 5 лет. Ссылка на спецпоселение означала бессрочное выселение в определенные места. Спецпоселенцев запрещалось размещать ближе 50 километров от объектов государственной важности, аэродромов, железных дорог, а также в 100-километровой пограничной зоне. К выселенцам относились находящиеся на спецпоселении немцы, карачаевцы, чеченцы, ингуши, балкары, калмыки, турки, курды, греки, армяне, болгары, а также лица, выселенные в 1949 году из Молдовы, стран Балтии, западных районов Украины и Белоруссии. Выходные дни, непозволительная роскошь для классовых врагов, были редкостью. Як зайду додому, то адразу валілася. Мама мне вечеру варить, а пасля у рот пхае, а я толькі глытаю. І мама каже, каб бацька быў жывы, дзіця б так не мучылася. В ноябре 1948 года различие между выселенцами и спецпоселенцами было по сути ликвидировано. В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР выселенцев перевели на спецпоселение навечно, без права возврата к прежним местам жительства. Самовольный выезд, побег, карался 20 годами каторжных работ. Спецпоселки создавались на 100-500 семей. Размещали людей, как правило, в бараках, где на семью выделялись либо комната, либо угол. В лесной промышленности жилье отводили по нормам 3 квадратных метра на человека. Административное управление спецпоселками осуществлялось районными и поселковыми комендатурами НКВД. Коменданты должны были обеспечить соблюдение общественного порядка, предупреждать побеги и, главное, следить за соблюдением договоров о трудовом использовании спецпоселенцев, которые заключались между Управлением исправительно-трудовых колоний НКВД СССР и предприятиями. Коменданту подчинялось все население спецпоселка. Без его разрешения никто не мог переехать из барака в барак или отлучиться за пределы поселка на срок свыше 24 часов. Сотрудники НКВД имели право в любое время суток проверить наличие проживающих в поселке людей. Главы семей спецпоселенцев отмечались в спецкомендатуре. На каждого спецпоселенца заводилась карточка учета в 3 экземплярах и личное дело. Для предотвращения побегов все личные документы изымались и выдавалась справка единого образца. Видно было, что эти люди-то как-то особые. Ну, культуру они принесли сюда на село. Выделялись своим трудолюбием. Это тут уж отличались от наших. Как будто были мудренее, разумнее. Были вот такие старательные, общительные. Вот тянулись к людям, но доброжелательные. Они гостеприимные были вообще-то вот так вот. Этим отличались. Коменданты имели широкие дисциплинарные права, от штрафа до арестов и привлечения к уголовной ответственности. Обжаловать их решение было практически невозможно. Тем не менее, многие спецпоселенцы пытались бежать с Урала. Например, в мае 1948 года 18-летние Ганна Адамович и Марина Блотич, минуя железнодорожные станции, прошли 100 километров пешком и только тогда сели в поезд. Однако в Пензе их задержали.
По статистике НКВД, 93% из числа бежавших из спецпоселений в 40-е годы задерживалось. Главной причиной бегства было тяжелейшее материально-бытовое положение. Холодные, сырые бараки, острая нехватка одежды и обуви, продуктов питания, антисанитария. Вот, например, в поселке Горном весной 1932 года была острая вспышка брюшного тифа. Было очень много заболевших, которых переводили в тифозный барак. Располагался он по улице Деповской. И всех умерших потом, как в братских могилах, хоронили на общем кладбище недалеко от поселка Горный. Спецпоселенцы были заняты в основном тяжелым физическим трудом. Немцы преимущественно использовались на строительстве, в угольной и металлургической промышленности. Много белорусов и украинцев работало на Сухоложском цементном заводе, леспромхозах Новолялинского района, поляки на Зайковском конезаводе и так далее. К тяжелым условиям труда и быта добавлялся и моральный гнет. Ограничения в правах. Спецпоселенцев не призывали в армию, не принимали в члены профсоюза, их участие в выборах депутатов допускалось только на районном уровне. Состав спецпоселенцев постоянно менялся. В начале войны амнистировали находившихся на поселении поляков. В течение 1941-1948 годов с учета сняли бывших кулаков. К началу 1958 года на спецпоселении оставались лишь члены семей националистического движения на Западной Украине и в Беларуси. Их освободили только в январе 1960 года. Спецпоселенцы – это лишь одна из категорий людей, репрессированных во время сталинского режима. Кроме них, миллионы советских и тысячи иностранных граждан находились в лагерях и колониях ГУЛАГа. Ознакомившись с этими и другими подобными фактами, становится понятно, почему СССР именовали тюрьмой народов.